Если у вас медленно работает YouTube, мы подготовили для вас инструкцию, как обходить блокировки. Она внизу в описании под этим видео, ну а мы переходим к новостям. 7 регионов России под ударами дронов. Под Москвой подожгли электрички, а в Южной Корее выдан ордер на арест президента. Это новости «Воздух» на канале Ходорковский Лайв. Ставьте лайки. В Подмосковье подожгли сразу 2 электрички. Инциденты случились накануне в Лобне и в Дмитрове. Неизвестные пробрались на территории станции, разбили стекла кабины машиниста и устроили поджоги. В Лобне огонь удалось быстро потушить, и кабина почти не пострадала. А вот в Дмитрове пожар уничтожил кабину полностью, из-за чего поезд пришлось вывести из эксплуатации. Обошлось без пострадавших, поджигателей разыскивают. Как пишет Интерфакс со ссылкой на данные МВД, менее чем за одну неделю с 18 по 24 декабря в России произошло более полусотни поджогов и взрывов, совершенных местными жителями по указанию мошенников. Жгли банки, полицейские машины, отделения почты, ТЦ и МФЦ. К другим происшествиям. Фанат сбитый снова пробрался в дом Анастасии Ивлеевой. 28-летний Иван Урикяну, подписчик Насти Ивлеевой, вновь проник в ее коттедж в Подмосковье, разбив окно. Камеры наблюдения зафиксировали сталкера, и полиция задержала его на месте. У мужчины была бита, а сам он, вероятно, искал девушку, которая на этот момент отсутствовала. Как рассказала сама Ивлеева, этот же человек уже проникал в ее дом в августе. Тогда ей пришлось скрываться на крыше, пока не прибыла охрана. После этих событий звезда решила продать коттедж за 120 миллионов рублей. Спецдокладчик ООН Мариана Кацарова призвала немедленно освободить экс-муниципального депутата Алексея Горинова, который находится под стражей с апреля 2022 года. Она осудила его наказание за антивоенные высказывания, отметила, что политик содержится в условиях, равносильных пыткам, и не получает необходимой медицинской помощи. Я возмущена суровостью наказаний за мирные, антивоенные выступления в сегодняшней России. Алексей Горинов платит невероятно высокую цену за свое право на свободу слова. 63-летний Горинов, страдающий хроническим заболеванием легких, был приговорен сначала к 7, а затем к дополнительным 3 годам лишения свободы. Правозащитный проект «Мемориал» признал Горинова политзаключенным. В Южной Корее впервые выдали ордер на арест действующего президента Юн Сок Йоля, который трижды не явился на допрос в полицию. Его обвиняют в мятеже и злоупотреблении властью. В результате импичмента он отстранен от должности. Обязанности президента исполняет министр финансов Чой Сан Мок. Я напомню, 3 декабря Юн Сок Йоль ввел военное положение, обвинив оппозицию в работе на Северную Корею и попытке саботировать принятие бюджета. Парламент заблокировали, но 190 депутатов сумели проголосовать за отмену военного положения. После этого военные покинули здание, а президент извинился и отменил указ. В ночь на 31 декабря в Смоленской области вспыхнул пожар. Из-за падения обломков беспилотника, уничтоженного российскими ПВО, загорелась нефтебаза в Ярцево. Об атаке сообщил глава Смоленской области Василий Анохин. По его словам, угрозы жилым объектам нет. Разлив топлива привел к масштабному возгоранию горюче-смазочных материалов. Украинская разведка заявила, что морской дрон Магура Ви-5 сбил российский вертолет Ми-8 ракетой у мыса Тарханкут в Крыму. Еще один вертолет был поврежден. Ранее назначенный Россией оккупационный губернатор города Михаил Развозжаев рассказал об атаке морских и воздушных беспилотников на оккупированный Севастополь. По его словам, уничтожены 2 катера и несколько воздушных целей. Движение морского транспорта временно остановлено. Один дрон также был сбит над Северной Осетией, что временно парализовало работу аэропорта Владикавказа. Аэропорт Казани также временно приостанавливал рейсы из-за угрозы атак дронов. Как сообщили в Росавиации, с 9:30 утра по Москве ограничения сняли. В Брянской, Калужской и Ростовской областях обошлось без жертв и разрушений. Накануне вечером Льгов в Курской области обстреляли дроны. По данным главы региона Александра Хинштейна, пострадала 86-летняя женщина. Поврежден частный дом, выбиты окна в нескольких зданиях. Ну а Минобороны России, как водится, дежурно отчиталась о 68 сбитых украинских беспилотниках над 7 регионами России. Россия и Украина также провели обмен военнопленными. Домой вернулось 150 российских и 189 украинских военных. Между тем, исполняющий обязанности губернатора Курской области все тот же Александр Хинштейн отказался выплачивать компенсации за утраченное имущество курским беженцам. Об этом он заявил в ходе встречи с представителями инициативных групп приграничных районов. А когда один из активистов заявил, что до войны местные жители вообще-то ни в чем не нуждались и ничего у властей не просили, одиозный единорос и
и вовсе выдал тому отповедь. У меня такое ощущение, что до 2022-го вы существовали на необитаемом острове, что не было дорог, не было больниц, не было школ, что вы не получали никакой помощи, что не государство вам платило пенсии, а она приходила сама по себе. Да, все по заветам государство не просило вас рожать. Также Хинштейн заявил, что мебель и технику люди смогут, мол, купить на деньги от жилищных сертификатов. При этом, как отмечает издание 7/7, жилищные сертификаты по правилам можно тратить только на покупку недвижимости. Заключенных, которые собрались на войну, власти тоже решили оставить без денег. Издание «Сибирский экспресс» обратило внимание на документ, опубликованный на портале нормативных актов. В нем говорится, что единовременные выплаты, установленные указом Путина, гражданам, которые на момент заключения контракта отбывали наказание в виде лишения свободы, не полагаются. Видимо, недостатков желающих повоевать за Путина действительно нет, раз власти решили, что заключенных на кровавые авантюры можно не стимулировать обещаниями быстрого заработка. Тем более, что на крайний случай есть еще одно излюбленное средство мотивации – насилие. В Донецке отца 4 детей Александра Барлета расстреляли после того, как он пожаловался на пытки в подвале, куда его посадили, похитив из отпуска. Как пишет издание «Астра», Барлет рассказывал, что был незаконно мобилизован, похищен и помещен в подвал 6-й комендатуры Донецка. После его побега к родственникам пришли люди в форме, а неизвестные в его военной части получали за него зарплату. И вот накануне к дому родителей Александра подъехал автомобиль без опознавательных знаков. По словам его жены, там были сотрудники комендатуры. Они без предупреждения открыли стрельбу по Барлету и его отцу. Тот отделался легкими ранениями, а вот Александр сейчас в реанимации в тяжелом состоянии. И еще несколько слов о кровавых авантюрах. Буча. После начала войны это слово стало именем нарицательным, синонимом страшных и бессмысленных зверств. И вот теперь стало известно имя того, кто отдал приказ стрелять по мирным жителям. По данным украинской полиции, это Артем Тареев, который на момент оккупации города командовал 234-м десантно-штурмовым полком 76-й дивизии ВДВ России. После его приказа 5 марта 2022 года на улице Яблонской было убито 13 мирных жителей. Наверняка многие из вас видели эту страшную фотографию. Это рука убитой в тот же день 52-летней Ирины Филькиной. В нее выпустили не менее 15 пуль. Еще одного военного, чье подразделение орудовало в Буче весной 22-го, издание агентства заметило в анонсе «Голубого огонька». Это сержант спецназа «Витязь» Лев Макеев. А еще один персонаж новогоднего эфира – Денис Скакуновский. По данным издания «Крым Реалии», в начале войны служил замполитом полка, солдаты которого расстреляли 2 мирных жителей и взорвали дом, в котором было 5 человек в селе Правдино. Вот эти лица. Чтобы поддержали нас очень много ребят, приходили, не боялись, чтобы мы добили все-таки противника, этот нацизм. Сейчас для нас самое главное – это выполнить все наши задачи, которые стоят в интересах страны. Ну а в Украине решили исправить хотя бы одно агрессивное видео от путинской пропаганды. И сняли продолжение скандального ролика, в котором Санта-Клауса сбили над Москвой. В украинской версии видео он выжил и спокойно перешел границу. Повідомляю, Санта перетнув кордон. Друзья, это все новости, о которых я хотела рассказать вам в этом году. Оставайтесь с нами на YouTube, в Телеграме, куда мы дублируем весь наш контент на случай полной блокировки YouTube в России. Где искать ссылки, вы и сами знаете. Мы будем работать для вас, несмотря ни на что, и будем продолжать делать честные новости. Берегите себя. И пусть следующий год наконец-то станет мирным.